канала. Сегодня я хочу показать один очень интересный узор. На двух игольницах выдвигаем в работу все иглы. Сдвиг игольницы на H, то есть иглы находятся не друг напротив друга, а вот в таком положении. Теперь делаем набор нитки на все иглы. Значит, ставим на нули счетчик, заправляем нить в каретку. Итак, настройка кареток. Обе каретки вяжут. Плотность узора мы ставим на 0 на передней каретке и также на 0 на задней каретке. Провязываем первый ряд. Первый ряд провязали. На первый ряд навешиваем оттяжную гребенку. Значит, оттяжную гребеночку вставляем, навешиваем. Первый ряд я всегда срезаю. Вот мы навешали, сразу вешаем грузики. Грузики вешаем сразу же, 2 груза по 2 сторонам гребеночки. Передней кареткой я срезаю первый ряд, и гребенка остается висеть. От этого у нас кончик вязания будет ровненьким. Возвращаемся назад, соединяем. И опять на нулевой плотности провязываем. Это уже будет первый ряд нашего вязания. Так. Если не провязались петли, значит мы вот продергиваем вручную. Настройки каретки. Задняя каретка вяжет только в одном направлении. Сейчас будет вязать задняя каретка. Вот регулировка на сильвер. Переднюю каретку отключаем. Вязание на передней каретке в эту сторону не совершается. Значит, провязываем только по задней. Провязали только по задней. Теперь мы вяжем ряд передней кареткой в обратную сторону. Значит, нам нужно поменять плотность. Плотность мы меняем с 0 на... Ставим плотность 6. Мы вяжем сейчас в 3 сложения, ну, можно и 7. 7 давайте поставим так. И провязываем один ряд. Самый первый. Здесь можно, в принципе, его сделать и поплотнее, но можно... Кому как, вот здесь уже вы смотрите, какая у вас будет основная плотность. И провязываем первый ряд. Все. Теперь мы делаем разбор. Итак, делаем разбор петель. Мы провязали начало вязания на 2 фантурах на всех иглах. Теперь нам нужно оставить по одной игле на передней фантуре, а 4 иглы переносим. Значит, мы можем это делать 2 способами. Значит, вот декеры, которые идут с завода, мы вот одну петельку оставляем. Значит, чтобы нам было удобно перекидывать, мы сейчас поставим игольницу, сдвинем в положение P и переставляем. 4 петли переносим на заднюю фантуру. Одну иглу оставляем на переднюю. 4 переносим. Можно это делать вот так, таким вот способом. Есть еще одинарный декер. Мы можем одним переносить, вот как инструкция, да, это очень долго будет. Далее, сейчас покажу еще. Значит, вот 3 петли, 4-я, одну пропускаем. И еще можно взять еще такой способ, сейчас покажу. Берем вот такие декеры, тут они настраиваются, вот можно вытягивать иголочки, можно их затягиваем, закручиваем вот таким способом. Еще у кого есть такие декеры, тут нужно очень медленно всовывать вот этот второй декер, следить, чтобы все петли на него, он попал во все петли, и переносим. Все, перекинули. Я
делаю вот таким способом, потому что тут сразу все 4 петли перекинулись. Но нужно быть очень осторожным, потому что можно не заметить и скинуться петли. Все проследить, чтобы на все иглы. Все, вот петли, иглы, которые освободились, мы переставляем в нерабочее, нижнее нерабочее положение. После разбора провязываем первый ряд. Чтобы машине было проще провязать первый ряд, так как тут на всех иглах по 2 петли, мы выдвигаем все петли в переднее нерабочее положение. Так, выдвинули. Включаем рычажок на провязывание. Вот этот рычажочек провязываем. И провязываем все петли. Машина вяжет 2 каретками. Провязывание очень сложное. Вот, провязали. Все, вот в таком положении у нас сейчас иглы. Дальше делаем следующий разбор. Убираем 2 петли за 1 иголочка. 2 петли убираются, освободившиеся иглы в нерабочее положение, в заднее. Значит, 1 петля с этой стороны, 2 петельки убираем. Так, плотность, основная плотность узора у меня 5 и 5. Я вязала пробовала вариант на 7,7. Мне показалось, что очень свободно. Ну вот у меня 3 сложения. Я сейчас попробую плотность 5 и 5. Значит, мы убираем вот так вот. Все, делаем разбор. Вот вы поняли, да? 1 петля, перед нею 3 петли и 2 пропущенные. Перед нею 3 петли, 2 пропущенные. Петля стоит напротив колышка. Эта игла стоит напротив колышка. Так, далее. Убираем. Вот такой разбор. Сделали разбор. Ручка, узор у нас стоит на 5. Провязываем 1 ряд. Провязали. Поворачиваем игольницу на 4. Продвинули. Видите? Сдвинулась, да? Вяжем 1 ряд. На 3. 1 ряд. На 1. 2. То есть сейчас 2. В обратную. 1. Дошли до 1. Двигаемся назад. 2. 3. 4. 5. 4. 3. 2. 1. В обратную сторону. 2. 3. 4. 5. 4. 3. 2. 1. И таким образом мы вяжем полностью весь узор. У нас получается вот такой вот образец. Вязали мы вот отсюда. Это начало вязания. Вот такая кромочка получается у нас. Вот. Вязали мы вот сюда, мы сдвигали. И вот обратите внимание. Здесь получаются вот такие остренькие как бы волны, да? Вот. Это у нас, когда мы сдвиг и игольницы делали от 5 до 1. И вот здесь я попробовала в конце делать от 6 до 1. Если мы этот же разбор будем делать от 6 до 1, у нас получается вот такая плавная линия. То есть вот смотрите, что вы в результате хотите. Либо вы получаете вот такую плавную линию, либо вы получаете вот такие как бы зигзаги. Вот. Это вот если 5 до 1 и назад, здесь
от 6 до 1 и назад. Вот такие зигзаги получаются. Вот такой вот красивый ажурный образец. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.